Друзья, приветствую вас на моем канале. Каждый из нас когда-либо сталкивался с неровной работой двигателя в различных проявлениях: зависанием оборотов, плавающими оборотами и подтраиванием двигателя. Почему-то все думают, что это какая-то глобальная проблема, начинают сразу ехать мотористам на диагностике. И скажу вам сразу, что диагностика не показывает эту неисправность. Но все довольно-таки банально и просто. Я вам расскажу, как найти данную проблему, откуда начинать поиски и как ее устранить. Для того, чтобы найти, нам нужно понимать, как это все устроено и как это все работает. Поэтому несколько слов о теории банально, простыми словами. Мы нажимаем на педаль газа, тем самым открываем дроссельную заслонку. Во впускном коллекторе происходит разряжание, и двигатель всасывает в себя определенное количество воздуха. Данное количество считывается датчиком массового расхода воздуха. Эта информация передается в блок управления двигателем, и тот, в свою очередь, высчитывает правильную пропорцию топлива. На выходе мы получаем значение, близкое к эталонному. Это 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива. И давайте представим ситуацию, когда блок управления получил информацию о том, что в двигатель поступило, к примеру, там возьмем банально любые цифры, 10 кг воздуха, а по факту зашло 14. Соответственно, он рассчитал топливо на 10 кг. Смесь у нас получается бедная, и двигатель начинает колбасить. Блок управления, в свою очередь, старается выровнять работу двигателя, пытаясь закрыть либо же открыть клапан холостого хода, либо производит регулировку электронной дроссельной заслонкой. И тут возникает вопрос, откуда взялись еще 4 килограмма воздуха. Все банально и просто. Нам нужно разделить весь впускной тракт на до датчика массового расхода воздуха и после. Все, что до него, а там по сути только один корпус воздушного фильтра, нас в принципе никаким образом не интересует. Если подсос воздуха есть после датчика, соответственно он никаким образом не считывается и негативно влияет на смесеобразование, поскольку смесь у нас постоянно будет бедная. Чаще всего это происходит после замены воздушного фильтра, попросту забывая закрутить хомут на корпусе датчика ДМРВ. Поэтому нужно начинать всегда с впускного тракта от воздушного фильтра и заканчивая впускным коллектором. Проверяем герметичность всех соединений, всех хомутов. Если у вас двигатель простой атмосферник, то у вас все намного проще. По сути, нужно проверить только два хомута, один на датчике ДМРВ, другой на дроссельной заслонке, герметичность соединения дроссельной заслонки и впускного коллектора и подключение патрубка с вентиляцией картерных газов. Все, если все герметично, двигатель будет работать идеально и смесеобразование будет происходить правильным образом. Если же у вас установлен двигатель с турбонаддувом, тут немножко, в принципе, система вся та же, но соединений намного больше, поскольку у нас воздух подается изначально в турбину. С турбины он патрубками соединяется с интеркулером. С интеркулера уже патрубок выходит на дроссельную заслонку, которая прикручена к впускному коллектору. С большим пробегом мы можем замечать на таких соединениях большое количество масла, масляных отложений. Это уже свидетельствует о том, что в данном месте есть подсос воздуха. Поэтому проверяем все соединения, все должно быть герметично, и тогда двигатель у вас будет работать ровно. Всем удачи, пока!